Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. Недавно я показывал, как делают табуреты в стиле IKEA. Сегодня разговор пойдет о каретке для изготовления ножек со скосом. Итак, начинаем. В столешнице моего распиловочного станка имеется сделанный фрезером паз. Вот к этому пазу я решил привязать свою каретку. Для этого я сделал с обратной стороны вот такую вот фанерную пластину, которая входит в паз. Эту пластину я прибрал к фанерному листу толщиной 10 мм. Получилась платформа, на которой я собирал все остальное. И вот на эту платформу мне нужно было собрать саму каретку. Посчитав, я получил, что оптимальный угол для скоса ножек – это 1 градус. В итоге для ножек длиной 740 мм с малой стороны получается 25 мм, вот у меня подписано, а с большой стороны 38 мм. И вот я выпилил на другом листе фанеры специальный упор. И этот упор вот здесь сделан как раз на ширину 38 мм. Верхнюю часть я саморезами прибрал к платформе, сделал еще 2 упора из старой мебели, ручку сделал тоже от стула. А для того, чтобы в процессе пиления моя заготовка никуда не отклонялась, я сделал 2 прижима. Это дверные петли, и из фанеры вот я сделал вот такие вот сами прижимы. Они держатся у меня на винтах, а винты ставятся на забивные гайки. Вот эти забивные гайки у меня с обратной стороны вбиты. Если надо пилить длинные ножки, вот этот средний прижим я перекручиваю вот в это место. Эта каретка фиксированная, я не могу на ней менять угол, он сделан стабильно под 1 градус. Табуреты могут иметь разную высоту. У самого высокого барного табурета высотой 750 мм нижняя часть будет составлять 25 мм. Если я делаю табурет 540 средний барный, то 29 мм. У стандартного табурета это высота нижней части ножки 30 мм. Для изготовления ножек можно использовать разные способы. Самый простой способ – это подготовить бруски с квадратом 40 на 40 мм, распилить их в нужный размер и потом уже вставлять в каретку и делать запилы под углом 1 градус. А можно поступить другим способом. Я подготовил заготовку длиной 440 мм под стандартный табурет, обработал ее рейсмусом с одной и с другой стороны. Ну, вот сучки, конечно, есть, но зато теперь я могу вставить ее в свою каретку и поочередно распиливать и получать готовые ножки. Чтобы у меня заготовка не наклонилась, мне пришлось положить еще 1 лист фанеры на столешницу. Вот так. А сейчас я вам покажу, как происходит процесс изготовления ножек. Так, заготовка готова. Обязательно нужно надеть защитные очки. Техника безопасности. Забывать не надо о ней. Первый рез я сделал с углом 1 градус. Переворачиваю вот таким вот образом. Снова закрепляю. И делаем рез номер 2. Вот готовая ножка, которую я отпилил под углом 1 градус. С верхней стороны она имеет размеры 38 на 38 мм, а с нижней стороны 30 на 30. Вот так ненавязчиво при помощи своей каретки я напилил заготовки для 4 ножек. Ой, я
забыл снять защитные очки. Техника безопасности. На этом мне хотелось бы с вами попрощаться. Заходите, подписывайтесь, комментируйте обязательно. Всего вам самого доброго. Пока!